Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня я вам предлагаю связать змейку. Автором данного мастер-класса является Елена Морозова. Мастер-класс довольно простой. С ним справится даже начинающая вязальщица. Для вязания вам понадобится пряжа, естественно. У меня акриловая в 100 граммах 300 метров. Крючок номер 2. Я и буду использовать цвета красный и зеленый, черный для оформления. Ноздри я вышила нитками мулине розового цвета. И глазки 8-10 миллиметров. Наполняю игрушку холофайбером. Также для каркаса я использовала проволоку длиной 40 сантиметров. Свяжем с вами нижнюю часть мордочки, губу. Вязать будем с пряжи основного цвета. У меня это будет зеленый. Набираем 4 воздушные петли. Одна, вторая, третья, четвертая. Первый ряд. Со второй петли от крючка вяжем 2 столбика без накида. И в последнюю петлю вяжем 3 столбика без накида. Начинаем вязать по обратной стороне цепочки. Вяжем 1 столбик без накида. Затем делаем прибавку. Ставим маркер на начало ряда. Второй ряд вяжем прибавку. Один столбик без накида. Затем 3 прибавки. Один столбик без накида. И 2 прибавки. У нас с вами сейчас по кругу 14 столбиков без накида. Третий ряд вяжем без изменений, то есть провязываем 14 столбиков без накида, выполняем самостоятельно. Четвертый ряд вяжем прибавку и 6 столбиков без накида 2 раза. У вас должно получиться 16 столбиков без накида. Прибавка. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Это первый раз. Снова делаем прибавку. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Пятый ряд вяжем 16 столбиков без накида самостоятельно. Шестой ряд вяжем прибавку и 7 столбиков без накида 2 раза. У вас должно получиться 18 столбиков без накида. Прибавка. Первый столбик без накида, второй,
третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Повторяем прибавку. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Седьмой ряд вяжем 18 столбиков без накида самостоятельно. Довязала ряд до конца, закрепляем нить, отрезаем, кончик прячем. Деталь мы будем ввязывать. Приступим к вязанию языка. Понадобится красная пряжа. У меня это 100% акрил иранского производства. Набираем цепочку из 14 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, 10, 11, 12, 13, 14. Вязание начинаем со второй петли от крючка. Вяжем 6 соединительных столбиков. Затем набираем 6 воздушных петель. И со второй петли от крючка вяжем соединительные столбики до начала вязания. Закрепляем нить, отрезаем, оставляем небольшой кончик для пришивания. Если вы хотите, чтобы язык был немного длиннее, то можете набрать большее количество воздушных петель и связать аналогичным образом. Возвращаемся к основной пряже. Начнем вязать с вами голову. Набираем 5 воздушных петель. Одна, две, три, 4, 5. Первый ряд со второй петли от крючка вяжем 3 столбика без накида. В последнюю петлю вяжем 3 столбика без накида. Начинаем вязать по обратной стороне цепочки. Вяжем 2 столбика без накида. И делаем прибавку. Ставим маркер на начало ряда.
Второй ряд вяжем прибавку. Два столбика без накида. Три прибавки. Два столбика без накида. Две прибавки. У вас должно получиться 16 столбиков без накида. Провязываем 12 столбиков без накида и ставим маркер. Это будет новое начало ряда. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12. Маркер у вас должен находиться строго посередине. Если у вас не так, то провязываем еще петли смещения. Третий ряд. Вяжем 3 столбика без накида. Две прибавки. Шесть столбиков без накида. Две прибавки. Три столбика без накида. У вас должно получиться 20 столбиков без накида. Четвертый ряд вяжем самостоятельно, без изменений, то есть провязываем 20 столбиков без накида. Пятый ряд вяжем 4 столбика без накида. Две прибавки. Восемь столбиков без накида. Две прибавки. Четыре столбика без накида. У вас должно получиться 24 столбика без накида. Шестой ряд вяжем 24 столбика без накида самостоятельно. Седьмой ряд вяжем 5 столбиков без накида. Затем делаем 3 тройные прибавки из полустолбиков.
2 столбика без накида, 4 прибавки из полустолбиков, 2 столбика без накида, 3 тройные прибавки из полустолбиков, 5 столбиков без накида, 'У вас должно получиться 40 столбиков без накида. 8 ряд, 5 столбиков без накида, 9 полустолбиков, 4 столбика без накида, 4 прибавки из полустолбиков, 4 столбика без накида, 9 полустолбиков, 1 столбик без накида, 'Так, теперь мы берем губу и провязываем вместе с губой 4 столбика без накида.
9 ряд. Вяжем 4 столбика без накида вместе с губой. Один столбик без накида, 9 полустолбиков, шесть столбиков без накида, прибавка из полустолбика, два полустолбика, прибавка из полустолбика, шесть столбиков без накида, девять полустолбиков, один столбик без накида, 5 столбиков без накида по губе вяжем с вами. 1, 2, 3, 4, 5. 10 ряд, 5 столбиков без накида по губе, один столбик без накида, 9 полустолбиков, дальше самостоятельно вяжем 18 столбиков без накида, 9 полустолбиков,
6 столбиков без накида. Одиннадцатый ряд. Вяжем 6 столбиков без накида. Три раза провязываем один полустолбик и убавку из полустолбиков. Затем самостоятельно вяжем 18 столбиков без накида. Три раза провязываем убавку из полустолбиков и один полустолбик. Шесть столбиков без накида. Двенадцатый ряд. Вяжем 6 столбиков без накида. Три убавки из полустолбиков. Три столбика без накида. Убавка из полустолбиков и один полустолбик два раза. Теперь два раза вяжем один полустолбик и убавку. Три столбика без накида. Три убавки из полустолбиков.
5 столбиков без накида. Набираем 2 воздушные петли, 1 столбик без накида предыдущего ряда пропускаем, 13 ряд, 1 столбик без накида пропускаем, дальше вяжем 9 столбиков без накида, шесть убавок из полустолбиков, десять столбиков без накида, четырнадцатый ряд, вяжем 5 столбиков без накида, делаем убавку, двенадцать столбиков без накида, убавка, 5 столбиков без накида, пятнадцатый ряд, вяжем 2 столбика без накида и убавку 6 раз. Первый столбик без накида, второй, убавка, повторяем, первый столбик без накида, второй, убавка. Продолжаем вязать самостоятельно, у вас должно получиться 18 столбиков без накида. 16 ряд, вяжем 1 столбик без накида и убавку 6 раз.
1 столбик без накида, убавка. Повторяем. 1 столбик без накида, убавка. Продолжаем вязать самостоятельно. Набиваем голову холофайбером. 17 ряд, вяжем 6 убавок. Первая убавка, вторая. Продолжаем вязать самостоятельно. Отрезаем нить, стягиваем отверстие. Я стянула отверстие, кончик нити спрятала, голова готова, убираем пока в сторону. Начнем вязать с вами тело. Делаем кольцо амигуруми, провязываем в него 6 столбиков без накида. Стягиваем отверстие. Теперь 10 рядов вяжем по 6 столбиков без накида самостоятельно. Я провязала 10 рядов. Дальше вяжем прибавку и 5 столбиков без накида. Два ряда вяжем по 7 столбиков без накида самостоятельно. Вяжем прибавку и 6 столбиков без накида. У вас должно получиться 8 столбиков без накида. Затем 2 ряда провязываем по 8 столбиков без накида. Вяжем прибавку и 7 столбиков без накида. У вас должно получиться 9 столбиков без накида. Теперь нам нужно вставить каркас и набивать тело змейки по мере необходимости. В качестве каркаса я буду использовать проволоку. Вставляем проволоку и продолжим с вами вязание. 10 рядов вяжем по 9 столбиков без накида самостоятельно. Вяжем прибавку и 8 столбиков без накида.
У вас должно получиться 10 столбиков без накида. Затем 2 ряда провязываем самостоятельно по 10 столбиков без накида. Вяжем прибавку и 9 столбиков без накида. У вас должно получиться 11 столбиков без накида. Затем провязываем 2 ряда по 11 столбиков без накида. Вяжем прибавку и 10 столбиков без накида. У вас должно получиться 12 столбиков без накида. Далее провязываем 20-22 сантиметра по 12 столбиков без накида. Длина вязания зависит от того, какую змейку вы хотите в итоге получить. Выполняем. Я провязала 20 сантиметров. Вяжем теперь 4 столбика без накида и убавку 2 раза. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, убавка, повторяем, первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, убавка. У вас должно по кругу получиться 10 столбиков без накида. Затем 10 или 12 рядов вяжем по 10 столбиков без накида. Нить закрепляем в конце, обрезаем и оставляем кончик для пришивания. Выполняем самостоятельно. Я закончила тело змейки. Берем голову, пришиваем с вами сначала язычок в месте, где вязывали губу. То есть вот здесь посередке. Делаем несколько стежков и прикрепляем. Выполняем самостоятельно. Вставляем глаза и приклеиваем их по контуру. Вы можете использовать клей момент. Я же буду с помощью клея пистолета фиксировать глаза. Зафиксировали глаза. Теперь вышиваем брови, ноздри. И затем соединяем голову с туловищем. Вот здесь мы оставляли отверстие. Провязывая 2 воздушные петли, вставляем и присоединяем. Выполняем. Я закончила оформлять змейку. Вот так она выглядит в готовом виде. Надеюсь, данный мастер-класс не вызвал у вас сложностей, и вы с ним все справились на отлично. С вами я прощаюсь, но ненадолго. До новых встреч!